он снова в шортах. В трусиках или в шортах. Каждый раз новые. Нет, так ты ходишь как по квартире в них. Каждый раз новые семейки. Ну давай. Да. О, Алексеюшка с кофе вышел. Вот молодец, хозяйственный. О, супер, супер, да? Сейчас будет романтическая беседа у нас. Кстати, еле сахар нашли. Здесь же сахара нету. Как это? Сахар не продают. Не, ну теперь уже есть. Уже есть сахар? Да, да, да. Сахар не привозится, оказывается, в Египет-то. Да ты Египет что? живет без сахара. Да ты что? Еле сахар нашли. Да. Алексей. Да, Ну вот, физкульт. да. Привет, дорогой. Ты вот уже собираешься, не успел приехать в Хургаду, я тебя ждала. И тут мне Алексей пишет, что я купил билет, скоро улетаю через несколько дней. Ну, уже 2 месяца в Хургаде. В Хургаде месяц. Да уже вообще. 2 месяца в Египет, уже перебор. Перебор. Перебор уже. И что Ну, ты сколько можешь- не отдыхают. Да, и что ты можешь сказать? Вот? Про Египет? Ну да. Ну, что хочу сказать. Зимовать сюда приезжать можно, значит. Из плюсов. Из плюсов то, что сюда в декабре, именно в начале декабря, дешево прилететь. Вот. Угу. Сейчас улететь, я смотрю билеты, до России 23 тысячи, ну совсем не дешево. Я купил за 7,5, ну это где-то получается, там, не знаю, $80, грубо говоря, до Анталии только, вот, до Анталии. Ну вот, надеюсь, что в Анталии сейчас поживу какое-то время. Уже нашел комнатку в Анталии, потом на Раваланию перееду. Тоже Сколько нашел за там- комнату будешь платить? Ой, значит, нашел 2 девушек каких-то, или, ну, в общем, 2 девушки ищут 3-го человека. Я написал, что девушки, а ничего, что я буду мальчик-то? А они говорят, не, нормально, все, Тем нам более главное, блогер. чтобы... Не-не-не, ну, так это же весело. Ну да. Ты в скором будущем будут фильмы с Анталией, ты с девушкой, да? Не, я... Да нет, вряд ли, не знаю. В общем, я не знаю, я думаю, они уже, у них уже по турку есть. Просто я имею в виду, что когда девушки снимают, они же снимают в основном девушками. Так, а я говорю, что если мужчина будет ничего, они говорят, нет, ничего, нам, короче, цену повышают им за аренду. Анталия дорогая страна, город дорогой, и нам нужно, чтобы кто-то с нами пожил. Я говорю, я ненадолго, на месяц. Они говорят, ну, на месяц самый то. Вот поэтому нашел. Супер. В Алании тоже нашел там за $200, ой, да, сколько, 200 евро, в общем, месяц тоже недорогой. Комната, да? Это уже 1+1. Да, я так вот нашел. Мне там написали, говорит, давай вроде. Нормально. Вот, поэтому ценники там, в принципе, такие адекватные. Ну, чуть дороже, чем здесь, понятно, но хотя бы страну поменяю. В принципе, я по Турции соскучился уже. По Турции? Да. Уже надоело в Египте? Ну да, уже, честно говоря, здесь уже, хотя здесь тепло. Ну, кстати, вот видите, ребят, какая здесь одежда. Вот я сижу сейчас в трусах купательных, вот здесь бассейн рядом. Ну класс. На солнышко, на солнышко. Хотя не очень теплее. Есть вариант начать прямо поплавать побыстрее. Ледяная. Давай, плавай. Красотулькин. Плавай. Получается, ребята, в тень заходишь, сразу кофту надо одевать. Вот так вот. Так-то вроде солнышко, все тепло, но ветер дует. Да. И хороший ветер дует. Поэтому вот погодка Можно такая... простудиться, если что, скажи. Ну, немного да, вот немного, думаю, да. И, в общем, у меня билет на 9 число. Вот я сейчас последнюю неделю здесь отдыхаю здесь. Я думаю, 2,5 месяца на Египет, это прям, как это называется, too much. Тумач. Too much. Да, too much, поэтому вполне, я думаю, хватит. Вот, что здесь еще из плюсов? Ну, вот единственный момент, обратная дорога, наверное, дорогая будет. Я просто все-таки ассоциирую отдых с тем, что основные деньги тратятся все-таки на билет, на перелет. Даже не на жилье, а на перелет тратится нормальная сумма денег. Поэтому, если сюда, друзья, хорошо залететь, вот я залетел сюда за $50, получается, залетел осенью. О, приветик. Идем, присаживайся. Это кто? Вот. Это Милана, дочка Наташи. Да. Да-да-да. Можешь ко мне На присаживаться. Ютубе будете. Ничего страшного? Присаживайся ко мне. Хорошая Вот, если какая. получается брать, если еще найти дешевый билет обратно, то, в принципе, вообще Египет получается такой нормальный. На месяц, 2-3 можешь сюда слетать. Но вот сейчас дорога очень дорогая уже начинается уже. Поэтому я хочу как-то сократить путь и подешевить его через Турцию. Из Турции, я думаю, если я поеду еще там рублей за 7 обратно, это за $80. И куда? Ну, в России я уже буду возвращаться. Долго будешь в России? В России, ну да, там дела накопились какие-то, вот, небольшие. Поэтому я думаю, наверное, летом буду в России. То куда есть еще ехать? ты целую весну в этом, в Турции будешь, да? Ну, месяцочек, наверное, в Турции до весны. Но я хочу, пару недель я хочу все-таки кайфануть немножко на снегу. В снегу чуть-чуть. Поэтому вот поеду туда. Я думаю, в марте пару недель мне хватит. А в апреле уже, в принципе, тепло будет.
Ну да. Вот, поэтому вот такие планы примерно. Зимовка прошла удачно. Ну, проходит, точнее, удачно. Ну да, да, В да. тепле. Хожу в шортах, в сланцах, поэтому, в принципе, вполне нормально Не, все. ну весело тут тебе было. Ну? Весело тут тебе было. Здесь, ну, за эти 2 месяца, в принципе, я прилетел в Шарм-эль-Шейх. Я 12 дней жил в Шарм-эль-Шейхе, в 2 отелях разных. 12 дней жил я в Дахабе. Ты кучу денег потратил? Слушай, вот сколько я потратил, сейчас скажу. Ну, наверное, 100 рублей-то, ну, штуку с чем-то евро-то, нет, наверное, даже побольше. Наверное, побольше будет. Ну, не куча денег, почему? Я не так дорого здесь жил. Ну, все равно, наверное, думаю, где-то по штуку евро выходило мне в месяц, плюс-минус. Ну, может быть, евро 700 точно. Вот, потому что дороги все равно там, они выжигают деньги. То есть это как бы такая страна, ну, да, да. Ну, не дешевое все. Конечно, если здесь сейчас снять там за 3000 фунтов жилье на месяц, где-нибудь там в Интерконтинентале, вот мне тут последний раз предложили за 3000 фунтов, это вообще 6000 рублей наши деньги в месяц. Вот, и жить, и сидеть на, как говорится, на фруктах, на овощах с рынка, то, наверное, вообще бюджет будет $150-200. Да, 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 да. Наверное, да. так, да? Да, я больше $200 не трачу на еду. Серьезно? Ну, ты вообще не ешь, что ли? Да как, $200? Да. Это получается сколько сейчас? Так это куча денег. 20 000 рублей. Но. Ну, в принципе, ну как куча денег? Ну, да. Но дело в том, что я мясо не ем. Ты мясо не ешь? Да, я в основном ну вот, овощи, фрукты, всякие там фасоли, бобовые, орехи, единственное, что дорогое, вот орехи. Угу. Орехи, да, орехи здесь дорогие. Тут дорого, да. Так, мне $200 хватает. $200? Ну, наверное, просто я четко так вот не Ты отслеживал. не считал просто. Я не считал, да. Но все равно какие-то финансы уходят. Вот, и что, жизнь здесь денег стоит. Ну, конечно, здесь все достаточно дешевле, да. Вот я, например, сейчас пломбу, друзья, сделал 500 фунтов. Вот 500 фунтов на наши деньги сейчас, если там по новому курсу, ну, рублей 800 получается это. Так, и, значит, друзья, сделал зубы, получилось на наши деньги 800 рублей. Но 800 рублей это где-то получается $8, грубо говоря, там. Вот, это просто тройную коронку просто поставить на цемент. Вот такие здесь цены. Вот сегодня мне обещали там как бы по знакомству сделать, еще пломбочку сделать, и плюс еще штифт какой-то там вот. Ну и тоже опять эту коронку поставить на это место. Вот где-то около 1000 фунтов это будет стоить. Но это тоже там в пределах там 1800-2000 рублей. Вот так это подороже немножко, но может быть там со скидкой. Вот, поэтому, ребят, цены здесь такие в Египте по поводу зубов очень хорошие. Очень даже все недорого. Поэтому можете вполне, я, может, даже видео засниму, посмотрите, что за клиника. Да, кстати. Вот, телефончик оставлю. Так что здесь в Египте можно не так уж дорого зубы. Девушки на администрации стоят русскоязычные. Вот, на русском языке говорят. Поэтому можно все там договориться. И даже, по-моему, доктор говорит на русском. Он где-то в Москве работал. Так что здесь вот все такое русскоговорящее. Да? Ну, у тебя вот какой осадок от Египта остался? Ну, вот осадок? Что за девушка рядышком возле тебя? Вот хотел познакомить Милана. Красивая, Вот, так что да. потом будет интервью попозже с Миланой. Да, сделаем, да. Попозже. Ну, вот какой осадок, знаешь, вот, ну... Осадок по Египту? Да. Знаешь, что-то мне не хватает цивилизации какой-то, торговых центров каких-то вот не хватает. Красоты вот не такого, хватает, да? да? Вот что-то не хватает вот какой-то, ну вот все-таки в России там цивилизация такая, там погулять можно торговую, а здесь вот этого просто нету. Вот это что-то маловато мне здесь. Здесь что такое более диковинное. Вот еще, говорится, пыль, грязь, мусор. Вот это уже, я вот даже ботинки свои вот уже перестал протирать. Ну, тогда... Их надо каждый день протирать здесь. Вот, Да. Ты знаешь, какая самая важная покупка в Хургаде? Какая? Классная швабра. Такая, чтобы, знаешь, брызгала сама. Классная швабра? Ну, потому что каждый раз надо будет пыль. Вот это, ну, знаешь... Пыли здесь очень много. Кстати, откуда здесь пыль, Вик? Ну как, песок же метет. Песок постоянно, да? Да, везде. Так что швабра – это самый важный тут как бы предмет. Угу. Ну отличненько. У меня швабра с пшикалкой, знаешь, такая тын-тын. Такая, да, потому что я же часто пользуюсь ею. Такая элегантная швабра, знаешь. Ну, отлично. Но вот. Друзей не хватает, да? Хотя у тебя друзья по всему миру. Ну. А подписчикам понравилось то, что ты показывал? Подписчикам? Ну, я снимал какие-то видео, конечно. Вот сейчас мои этапы закончились. Закончились, да? В плане, я заснял достаточно много вроде видео, поэтому сейчас просто... Да. Но ты очень сильно стартанул. Да? Это ты как бы вообще, нереально что-то. Вот этих интервью? Да, это как бы... Да. Ну, по крайней мере, чтобы люди, послушав,
поняли примерно, что много всего интересного там, чтобы поняли немножко внутрянку видео, то есть внутрянку Египта. Вот, поэтому все это дело засняли. Но я думаю... Познакомился тут с людьми какими-то, да? Мужчины, женщины. Нет, конечно. Как тут вот наша комьюнити? Комьюнити классные так-то. Да? Но опять же, я не знаю. обижали? Не? Не обижали? Ты имеешь в виду, не побили меня здесь, да? Ну да. Никто, конечно, не побил меня здесь. Ну, что хочу сказать. Ну, те, кто здесь живут, наверное, просто нравится здесь. Просто я бы, наверное, вот все-таки здесь Египет рассматривал просто как на отдых. Ну, на зиму можно на месяц, на два, вот так, наверное, для меня как. Угу. Вот так. Второе, для меня здесь все-таки цивилизации не хватает немножко. Не хватает, да? Вот, немножко не хватает, да, что-то вот хочется хотя бы... Вот в Александрии или там, не знаю, в Каире, там есть здоровые торговые центры, вот, как-то мне вот здесь их не хватает, наверное, так. Я тебя поняла. Я просто не видел. Слушай, ты не был в Сен-Замоле? А что, здесь есть? Не в Большом Карфуре, вот в этом. А в Сити-центре ты был, в Сити? Сити-центр, ну, конечно, был, да. Ну в Сен-Замоле только не был, да? Наверное, не был сюда. Так поехали вместе. В Сен-Замол? Да. Ну, ладно, подумаем сейчас, что же я еще. Сколько у тебя дней еще есть? Я отсюда уезжаю 9-го. Ну давай поедем вместе. Ну, посмотрим сейчас. Да давай, это что ты? Ну я тебе покажу Сен-Замол на прощание, да ты что? Ну хорошо. Погуляем, там он небольшой. Ну тебе, Саня, последний день, что приятно было, и мы помашем вот ручку. Да. Все девочки, с которыми ты познакомился, мы вот так в ряд встанем и попрощаемся вот так вот. И видео заснимешь. Шикарно будет. Алексей, ты можешь вот организовать встречу всех женщин, которых ты успел нахватать? С кем интервью снял, да? Не, ну не только, может быть, там что-то личное, вот так вот всех. Можешь собрать? Нет, вряд ли. Не, ну вот я вижу, девушка хорошая, смотри, вот сидим, не ругаемся уже, все нормально. Да, конечно. Нет, ты так вот, ты главное собери, а уж дальше ты улетишь, а мы уже сами будем ругаться тут. Мы можем с сестрой с ним попрощаться по красоте. Да. Мы тут уже разборки без тебя устроим. Ну ладно, я на следующий сезон приеду. Да, не, там мы нормально. Она мне уже понравилась, уже все, да. Ну хорошо. Ой, красивая такая. Сейчас вам покажу. Вы хотите на YouTube, нет? Нет. Ну потом. Я инкогнито. Не. Алексей, дело в том, что Алексей, знаете, он такой, у него такая открытая энергетика хорошая, он знакомится бурно, он тут перелопатил всю Хургаду, даже у меня этих людей не было, вот так вот все перелопатил, через месяц улетает, понимаешь? Я даже не успела еще, я тебе просто, я думаю, пока поснимаешь, там, не беспокоила тебя, ты хоп, и ты уже улетаешь. Это я не завтра, что, я тут 2 месяца был, слышишь, как 2 месяца? Конечно, 2 месяца, слышал, конечно. 2 месяца в Египте, мне кажется, это too much. Я говорю, too much. Да он хотел 2-го улетать. Я говорю, нет. Нет. Алексей, да. Ты мне скажи, что тебя так везде кормили, как вот в Хургаде? Кормили? Ну да, вот пирожки, что там, котлетки. Да, я говорю, я здесь подсел на селедочку. Селедочку? Копченую селедочку. Кто готовит? Нет, Алексей покупает, сестра разделывает, а едим мы все вместе. Да? Где покупал? Метро есть, потом Гомла. В Гомле, кстати, она там в 2 раза дешевле на развес. Да, селедочка, да? Да. У меня слюнки потекли. Они научились. Научились, да? Копченую именно или просто? Но она такая соленая, копчененькая. Так, реклама рыбы. Да, не разлезается. Да? То есть не... Как вот раньше они не умели, это было просто жесть. А Да. сейчас прям... Да вы что? Селедочка прямо я. Не, мы тоже чему-то же учим, правильно, местных людей? Они нас учат, мы их учим. Алексей, Да. ты мне скажи, пожалуйста, что бы мог сказать вот типа на прощание? На прощание? Наверное, я еще в Египет приеду. Приедешь, Наверное, да? приеду вот так вот. Зимовать здесь хорошо, дешево. Вот мне кажется, сейчас для русских, я имею в виду, для русских сейчас просто самый дешевый вариант, потому что нам путь закрыт во многие страны сейчас. Вот, и получается, Египет – это один из самых таких лояльных государств, куда можно спокойно прилететь, не заморачиваться ни с какими шенгенскими визами, со всякой вот этой хренью. Да. Вот, и билет сюда стоит в декабре, в начале декабря дешевый. Вот. Улететь, я надеюсь, тоже я отсюда дешево улечу, как-нибудь через Турцию. Там на автобусах через Грузию перееду. Слушай, а где тебе вот именно понравилось? Из Анталии можно на автобусе через Грузию ехать. Да ты что? Я так люблю Грузию. Я еще не была в Грузии. Смотрите, вот
То есть вот ты так везде ездил, тебе где больше всего понравилось? Где? Вообще? Прям, да. Ну, Испания, наверное, не скажу, что-то мне поднадоело немножко. Вообще, Южная Америка мне понравилась очень сильно. Южная Америка, вот я да? туда хотел вернуться, но туда билет очень дорогой сейчас. Ты там был на своем авто, нет? Не, нет, ну мы там не снимали, мы там на автобус путешествовали. Еще там Да ты бывшей что? супругой, да. Вот Класс. Южная Америка была классная. Классно, да? Вот там вот я туда вернулся бы. Вот. Ну вот с Южной Америкой что минус? Мы с тобой же видели парня, который из Бразилии, с тобой же видео снимали. Да. Он говорит, что там говорит, телефон из рук вырывают. Вот, Ёлки-палки. это Бразилия, Южная Америка, Да поэтому ты что? тоже такой минусочек есть Ну небольшой. да. Криминала побольше. Криминала. Вот. Ну, может, так-то все нормально. Вот. Ну, пока прикольный Египет зимой, зимовать. Мне кажется, сейчас для вот, ну, в связи с какой-то ситуацией, вот, далеко улетать нет смысла. Вот, поэтому Египет это самый лояльный такой. А лето можно, в принципе, в России посидеть. Вот, мне так кажется. Ну да. Тепло, хорошо. Но, слушай, давай тогда покажем Сен-Зэ-Молл. Еще встретимся с тобой. Сен-Зэ-Моле? Да. Ну, Еще давай походим, сейчас погуляем, договоримся. Сен-Зэ-Молл, Да. прогуляться хорошо. Он здесь рядышком, да? Да недалеко. Недалеко. Я поеду с вами, обещаю. Да? Ну, Да. всё, 10 минут ехать. 10 минут, Э, отлично. Я пару лет там не была, может, там что-то интересное. Но- появилось. Ну, хорошо. Так, Хорошо. смотри, я тебя поняла. Ну тогда, дорогие друзья, Да. YouTube Алексея будет под видео. Смотрите, Да. подписывайтесь, наблюдайте. Очень такой неординарный человек, но очень интересный. Так что, пожалуйста. Следующая страна Турция. Турция, 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 да. А потом он даже... Нет, ты сам даже не знаешь, куда дальше поедешь. Ну, может, через Грузию поеду. Посмотрю там по бюджету, как мне будет Да, удобнее да, и да. выгоднее. Если путешествовать захочу, как бы не устану, может быть, через Грузию поеду на автобусах. Там же с Анталии автобус ходит сразу до Трабзона, Трабзона до Грузии, до Батуми, а с Батуми через Тбилиси. А в Грузии жизнь дорогая? В Грузии, ну, я думаю, по аренде, наверное, то же самое, что тут Турция. Ну, может, чуть дешевле. Вот, чуть дешевле. Может, продукты, наверное, плюс-минус такие же. Ну, короче, нормальную квартиру снять долларов 300-400, да? В Грузии я проверял. Ну, в России, вне сезон, в России на нашем юге дешевле всего получается. Вне Да? сезон. Да. На нашем юге в России дешевле всего. Я просто проверял уже, это отдельное видео делал на эту тему. В Грузии у меня получалось в день где-то 10 баксов за номер. За номер, 10 да? баксов за номер примерно, да. Такой средненький. Это Да. еще не Батуми, это еще, это как называется, Гонио, местечко Гонио. Гонио, да. Это на границе с Турцией. Вот, ну вот так. Мгм. Можно так поедем. Это ты купаешься в бассейне? Да, обязательно. Вот водичка такая свежая, да. Так засними Сейчас бассейн будешь красиво. плавать, что ли? Я тут Ну, уже плавала. уже поплавал. Видишь, Да? я уже там видео сделала. трусики переодел даже. И Трусики что? У тебя таких семейных трусов сколько? двое. Только У меня двое? с собой здесь 5 маек, 2 шортов и 2 трусов. А и всё. штаны есть? И штаны Да. теплые, да, и все. Не, потому что это ж можно... Вечером мы его одеваем принудительно. Вот еще кофта есть. Да? Да, мы очень волнуемся. У меня ручная кладь с собой только, я больше Да ничего не ты взял. что? Ну так слушай, Да. это же супер. Вот прям налегке. Нет, это настоящий Ну, блогер ты. Да. А, еще с собой, соответственно, 3 телефона. Вот, еще, да. Да, 1 пауэрбанк Да, и MacBook. И молодец. Настоящий блогер. Так должно быть у путешественника, понимаешь? Я тебе так скажу. Так, ну что ж, Здесь? Мгм. тогда прощаемся, да? Все, ребята, ссылочка будет в описании и в первом комментарии. Так что хорошего дня. Развития Викиному каналу. Да. Целовашки, обнимашки. Целовашки, обнимашки. Вот он, красивый Египет. Идешь по центру города. А тут вот корабли пустыни, вот такие верблюдики. Одного вижу, вон зовут Оскар, а другого не знаю. Боже, как они не боятся, даже я боюсь. Вот так вот залезть. Не, я их бы не мучила с собой. Дорогие друзья, вы лучше покормите верблюдика, купите что-то. Такой хороший малыш, хороший. Ой, а другой какого цвета, интересно? Ой, мне так жалко их всегда вообще. Боже мой, так жалко вообще. Верблюдики бедненькие. Малышики. Хорошие какие. Ну что ж, на сегодня все. Буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там очень много ценной информации. Пока-пока. До скорых встреч.